Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 19 февраля 2018 года. Ну и начинаем мы сегодняшнюю передачу с вопроса от Дениса Гречкина. Валерий Викторович, глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку в связи со своей ложью о том, что в 2006 году он был в России на даче у Путина и слышал о его якобы агрессивных намерениях включить Украину, Прибалтику, Беларусь и Казахстан в так называемую Великую Россию. Такое событие, как мне кажется, на руку России. Так ли это? И если так, то кто его инициировал? ГП делает подарок или наш МИД во главе с Лавровым переиграли европейских страновиков? Никакого подарка ГП России не делает. Вообще не ждите подарков от глобального предиктора. И не надейтесь, что если у глобального предиктора не будет такая возможность, он не вонзит нож в спину России, этого не будет. Еще раз говорю, что у нас с глобальным предиктором это как бы ситуативное партнерство, ситуативное союзничество. Это на примере, знаете, есть такой мультик «Ну, погоди», и там заяц с волком в трюме корабля вынуждены заниматься спасением корабля, потому что если они корабль не спасут, то уже и для волка все закончено, и для зайца все закончено. Так и глобальный предиктор. Он сотрудничает с Россией только по одной простой причине. Надо спасать положение в мире. Надо наводить управляемость в мире. И, соответственно, этому они где-то, только исключительно в своих интересах. На что-то закрывают глаза, где-то что-то делают России, но только вынужденно. А если есть возможность навредить России и при этом не потерпеть ущерб в собственных интересах, они всегда это сделают. Поэтому насчет глобального предиктора не стоит заблуждаться. Что касается того, чтобы переиграть, то, по сути, данное событие свидетельствует как раз именно об этом. Ведь что произошло по-крупному? Был отменен заранее запланированный визит. И когда заранее запланирован визит, то составляется повестка переговоров. И представляете себе ситуацию, когда положение глобальщиков подвешено настолько, что лучше спалить своего кадра, но отменить визит и не разговаривать по темам, по которым сейчас глобальщики не могут России навязать собственную волю, собственного решения, на что должна работать Россия. То есть должно быть предложено какое-то решение, а его нет. Нет механизмов воздействия на Россию. И тогда им лучше отложить. А как отложить? Человек тут же сказал: а я в 2006 году сказал, что я был, но я не был, я соврал. И сразу скандал, отставка, и все. И проблема с визитом решена. То есть все вопросы, которые должны были обсуждать по повестке дня, они отошли в сторону. Таким образом, они оставили, так сказать, вопрос непредрешенчества. Глобальщикам было необходимо, чтобы те вопросы, которые были запланированы на переговоры, они не были решены тем или иным способом, поскольку они надеются в результате выборов и воздействия другими способами управления с надгосударственного уровня решить эти вопросы в нужном для себя ракурсе и с нужным для себя качеством.